Привет, друзья! Сегодня простецкий ремонт вот такого вот блока питания. Он на 12 вольт 8 ампер, что маловероятно. 8 ампер в такой блок питания ну явно не влезет. Давайте проверим дефект. Ситуация с ним такая: он включается, вроде бы работает, но нагрузку не держит. Давайте проверим. На холостом ходу подключаем пилот, запускаем. Загорелся индикатор, говорит о том, что на выходе блока питания есть какие-то напряжения. Измеряем напряжение 12 вольт, 12,5 вольт, что является в принципе нормой для этого блока питания. Давайте его немножко поднагрузим. У меня есть вот такая вот нагрузочка, она будет составлять, по-моему, 150 Ом, если я не ошибаюсь. И эта нагрузка будет, ну, миллиампер 100 создавать всего лишь-то, может 150, примерно. Так, подключаем. Даже увидел, что светодиод немного притух. И давайте померяем, сколько напряжения на этой маленькой нагрузке. А напряжение просело уже до 8 вольт, что является ненормальным состоянием. Вот такая вот история. То есть блок питания тупо не держит нагрузку. В чем же может быть? В основном это касается дела выходных литиков. Наверное, быстрее всего вышли из строя. Либо силовой конденсатор. Либо по параметрам уплыл, либо ножка отгнивает. Давайте же с этим вопросом разберемся. Вот такой блок питания. Заявлено блок питания, что он на 8 ампер. Но вы сами поймите, такой электролит, такой трансформатор. Да, он в принципе не такой маленький, но для 8 ампер явно он слишком маловат. Такие электролиты, здесь 25 вольт, 470 микрофарад, а здесь электролит 25 вольт, 680 микрофарад. Они вспученные, этот вообще подорвался, вон литик. Вон крышу сорвало. Как он работает, непонятно. Но да не суть. Так, ну вот такая вот история. Шимка АП3843СР. Даже входной вот видно помехоподавляющий дроссель, да, никакой. Да и диодный мост, ну, блин. Для 8 ампер, ну, в принципе, нет. Диодный мост выживет, нормально. И предохранитель на 2,5 ампера. Силовой ключ здесь используется 11N60. Силовой ключик. Ну что, давайте перепаивать конденсаторы и пробовать запускать блок питания. Так, я подобрал вот такие кондерчики. 1000 микрофарад, 25 вольт. Смотрим его параметры. Отлично, 900 микрофарад. Второй кондерчик вот такой. Пузатенький, низкий. Тоже на 1000 микрофарад, 25 вольт. Запаиваем. Выпаиваем старые кондеры. Ничего сложного нет, кроме паяльника нам ничего больше не потребуется. Вот так его разнесло. Сорвало крышу. Ну, понятно, что он свои функции выполнять не будет. И второй кондерчик. Ну вот, на 680 микрофарад, 25 вольт. Сюда запаиваем вот этого толстячка, боровичка, вот так. А этого длинного вот сюда. Внимательно по полярности, да, минус должен совпадать вот с этой черной площадью, да. По-другому, если вставите, электролит взорвется. Для пайки я использую, как всегда, каину. Здесь она хорошо подходит для паяльных работ.
Все, у нас готово. Лишние элементы, выступающие элементы обязательно откусываем. Все это убираем. Ножки нам нужны. Мы их всегда реализуем в других проектах. Поэтому ножки не выкидываем. Ножки у нас используются. Все, здесь готово. Так. По идее, блок питания будет работать. Несмотря на то, что перегрелся вот этот резистор. Токовый, по всей видимости, шунт. Надо проверить вот этот конденсатор. Этот конденсатор питает шим-контроллер. Его обязательно лучше проверить. Проверяем. Хотя, как мы видим, этот конденсатор вот стоит, его шунтирует блокировочная емкость. И это очень хороший показатель. А это говорит о том, что быстрее всего вот этот электролит будет в хорошем состоянии. Но не факт. Но быстрее всего будет в хорошем. Давайте же проверим параметры этого литика. Я думаю, параметры у него не уплыли. А вот ошибся. 62 Ома это большой ESR и 22 утечка, но этот электролит просто делают беду. По всей видимости и нагрелся вот этот резистор, что шимка перегревалась. А вот в районе шимки нет нагрева, не было нагрева, очень удивительно. Ну что, литик надо менять. Так что, ребят, смотрите, видите, как бывает? Даже я иногда ошибаюсь. Не ожидал. А, кстати, емкость упала. 47 микрофарад, а тут показывал 22 микрофарада. То есть даже емкость упала. По всем фронтам сдох кондерчик. Ищем именно такой же литик на 47 микрофарад, не меньше. Вот такой литик нашел. Проверяем параметры электролита. Всяко может быть, брак легко присутствует у китайцев. Ну что сказать, по всей видимости этот блок питания видел виды. Нормально. Для этого литика вполне нормально. ESR в допуске и утечка норм. 50 микрофарад. Все отлично. Запаиваем. Здесь внимательно. Здесь очень важно полярность соблюдать. Да и вообще литики всегда надо полярность соблюдать. Но здесь надо максимально быть внимательным. Устанавливаем минус к черную отметку. Здесь будьте внимательны. Неправильно впаяете литик, взорвется литик, сгорит шим-контроллер, сгорит трансформатор. Все, блок питания не то что ремонтировать, его просто и выкинуть и все, и забыть про него. Так, это выпаяли. И откусываем выводы. Все. Теперь блок питания будет работать. Конечно, вот этот литик бы желательно разместить по-другому, но здесь просто не хватает места, чтобы его как-то по-другому разместить. По идее, он не должен к радиатору прикасаться, но тут я ничего не поделаю. Блок планируется использовать не на никакие 8 ампер, а ампера на 3. Я думаю, на 3 ампера, в принципе, ему будет жить нормально. Возвращаем блок питания в корпус. Ох, как приятно, когда получается ремонт. Это просто неземное удовольствие. Так, закрывать пока не будем. Я его просто прикрою. И сейчас мы проведем тест на маленькую нагрузку. Собрал я, значит, измерительный стенд. Подготовил все. Включаем. Загорелся индикатор. Нагрузочка подключена. Замеряем напряжение. Ну, формально это практически холостой ход. Ну, что там нагрузка 100 мА. Так, 12,6. Здесь у нас в норме все. Потребление, видите, всего лишь 2,5 ватта. Это очень мало. Сейчас я подкину более мощную нагрузку. Итак, это реальный стресс-тест. Я, значит, подключил два резистора по 6 Ом в параллель. То есть, получается, один резистор на 3 Ома. И он будет делать нам
нагрузочку около 4 ампер. Ну, примерно. Давайте посмотрим, насколько прогнется напряжение на блоке питания. Включаем. Видим потребление 57 ватт. Нагрузка подключена. И блок держит свои 12,1 вольт. Все замечательно. Давайте же замерим, какой ток протекает через эти два резистора. И какой ток дает нам блок питания. Переключили на измерение так, чтобы видно было тока. Включаем наш блок питания. Один щуп кидаем на нагрузку, второй. Ну нет, 2,8 ампера всего лишь. И почему-то 54 ватта потребления. А почему? Было же больше. Или 54 было. Но все равно, мне вполне подойдет такой блок питания. Все окей. По всей видимости, это падение на проводах. Все огонь. Все работает. То, что надо. То, что доктор прописал. Это победа. Устройство восстановлено. На этой положительной ноте я заканчиваю этот ролик. Кому интересно, вскрывайте, меняйте литики, делайте ревизию и все, вперед, в бой, блок питания. Дальше будет трудиться. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Все самое интересное и неординарное будет только у нас, только на нашем канале. На канале Домовой. Всем крепкого здоровья желаю, успешных ремонтов и пока-пока, ребята!